Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю посетить Ирландию, познакомиться с винокурней Боан. Винокурня Боан — это очень интересная винокурня, она молодая, она основана в 2016 году семьей Куни, это семейный бизнес. Находится примерно в часе езды от Дублина на север. Винокурня Боан названа так в честь богини Боан. Винокурня использует только сырье от местных фермеров, свою скважину для воды. И что самое интересное, ну кроме того, что у нее есть, она в программе Origin Green, которая это программа по экологии ирландская, и она там занимает новаторская программа по экологии. Боан, она применила первое, наверное, в Ирландии, я в Шотландии тоже этого, кстати, не встречал, нанотехнологии в перегонных кубах, представляете? Это для меня так восхитило, это очень интересно. Как мы все с вами знаем, перегонные кубы используют медь. И было такое время в истории, когда медь начала заменять железо. И в какой-то момент, когда в перегонных кубах железо заменило практически полностью медь, вдруг обнаружилось, что медь и оксид меди, они вступают в реакцию со спиртом и убирают большинство нежелательных соединений серы. К примеру, вот меркаптаны — это запах тухлой капусты, они убирают медь и оксид серы. Дисульфиды убираются, это запах вареных овощей и горелого пластика. И в то же время еще поглощаются канцерогенные соединения. И что сделала винокурня, собственники винокурни Боан, они подумали, а что если каким-то образом увеличить покрытие меди? И они обратились к своей компании-подрядчику, которая им производит кубы перегонные, компании Green Engineering. Эта компания ранее уже задавала этот вопрос Сиенскому университету и получала ответ, как это сделать. Значит, что они сделали? Они напыляют так эту медь, что как будто куб получается изнутри, получается как будто он поцарапаны, как будто мелкие ссадины. И за счет этих мелких ссадин создаются наноскопические холмики. И благодаря этим холмикам взаимодействие спирта с медью увеличивается в 6 раз. Представляете, в 6 раз увеличивается. И они решили, что если вот такой вот будет, так вот увеличить 6 раз это взаимодействие, то возможно увеличится качество, улучшится, не увеличится, а улучшится качество спирта и исчезнут такое количество вот этих неприятных ароматов. Green Engineering уже протестировала этот процесс на других заводах, которые производят граппу, которые производят ром, и это все действительно оказывается правдой, то есть это улучшается качество спирта. На сегодняшний день это единственная винокурня в Ирландии, которая использует эти технологии, вот эти нанотехнологии внедрили. Кроме того, что винокурня Боан использует как крафтовые винокурни, то есть местное сырье от местных фермеров, используют местную воду, но вот они еще внедрили нанотехнологии в свои перегонные кубы. И вот винокурня Боан также получила в прошлом году, в 2021 награду. Это лучший новый напиток Ирландии. Такую награду получил. Сегодня я вам расскажу, какие мы виски будем с вами дегустировать, какие вот 4 вида виски. Я расскажу об этих виски и расскажу, я задал вопросы на винокурню, и винокурня мне ответила. Я расскажу, какие я задал вопросы и что я получил в ответ. То, чего вы, возможно, не сможете найти в интернете, кроме у меня, кроме в этом видео. Начинаем. Знакомство с винокурней Боан мы проведем с помощью их виски Whistler. Серии виски Whistler. Эта серия запущена с 2017 года. Она стала моментально популярной. Она очень популярна в Америке и в Европе. И надеюсь, возможно, она у нас будет популярна. Мы познакомимся с виски первой вот в большой бутылке, такой красивенный виски, называется I Love You. То есть, если у вас что-то случилось, вы опоздали с работы, вы идете поздно, вы приходите домой, жена говорит, ты опять с виски, а ты говоришь, дорогая, нет, я не с виски, я I Love You, я с I Love You. И вот на картинке нарисована рука, держащая сердце, сердце анатомическое, пронзенное 2 стрелами. Оно не вызывает какого-то отвращения или страха, действительно очень красивая картинка. И, наверное, впервые я вижу не какое-то плюшевое сердце, а анатомическое. Это тоже вызывает такой интерес. Виски выдерживался, все виски, которые мы с вами будем дегустировать, они не фильтрованы, они не подкрашены, но имеют разную крепость. Этот виски имеет крепость 46 градусов, выдерживался в бочках экс-бурбона и Педро Хименеса. Бочки Педро Хименеса, забегая вперед, я вам сейчас расскажу про виски, а потом расскажу про какие ответы я получил на свои вопросы, которые задал. Вот как раз я задал
про Педро Хименеса, и мне получилось, что бочки Педро Хименеса по системе Солера. Что такое система Солера? Это когда на старые бочки ставятся более молодые и более молодые кверху. И такая пирамидка получается. И каждый год 1/3 бочки меняется. То есть 1/3, к примеру, старые сливаются, а более молодые заливаются так ниже и ниже получается. То есть самый молодой спирт переливается во второй, ну, допустим, трехэтажный во второй этаж, а со второго этажа в первый этаж сливается спирт по 1/3. Испанцы говорят, что таким образом молодые спирты дают свою энергию, а старые спирты, они делятся своим отпечаток мудрости дают. Мне вообще описание очень интересное. И захотелось, наверное, купить Херес Педро Хименеса вот именно по системе Солера. Что еще хочу сказать, что Херес Педро Хименеса, напомнить, это одно из самых сладких, наверное, самое сладкое вино, потому что у него содержание сахара буквально 200, в среднем 212 грамм на литр. Это очень большое содержание сахара, чтобы вы понимали, сладкое вино, это если содержание сахара 45, от 45 грамм, а тут 212, это среднее содержание, бывает и больше. Виноград практически засушивают на солнце, прежде чем из него делают вино. И вот такая вот у нас, то есть я тут ожидаю чего-то сладкого, ярчайшего, и в то же время я уверен, что жене он понравится. И название I love you. Значит, следующий виски, который мы с вами продегустируем, он тоже имеет очень интересное название, он называется The Whistler, The Good, The Bad and The Smoky. То есть 3 названия такой: хороший, плохой и дымный. Действительно, этот виски выдерживался в бочках X-Isle. Помните, мы с вами дегустировали Wolfburn Northland? Он выдерживался в бочках X-Isle, и этот виски выдерживается в бочках X-Isle. Если получится достать большую бутылку этого виски The Good, The Bad, The Smoky, я с удовольствием его сравню с Northland Wolfburn, и мне даже интересно, кто победит. Градусы 48 градусов. Не фильтровался, не подкрашивался. Следующий виски, такая красивая черная упаковка, бутылка, упаковка. Называется Imperial Stout Finish. Этот виски выдерживался в бочках из-под Эля Stout. Виски 43 градуса. Я чуть-чуть позднее расскажу все, что я по нему получил ответы от винокурни. Потому что то, что находится в интернете, честно говоря, такие противоречивые данные, что их даже не хочется озвучивать. Последний, но не последний по значению, и это очень интересный виски. Это Whistler Mosaic, называется Mosaic, но на самом деле он выдерживался в бочках Марсала. Это бочки сицилийские, итальянские бочки. Марсала на самом деле это бочки, которые по технологии, по идее, они похожи на Солеру. То есть это тоже, но чуть-чуть по-другому. Бочка Марсалы, она созрела. Это еще называется, пошло вино такое от вина тоже итальянского Пипетруум. Вино, когда созрело, вы продаете, раньше в старину продавали часть бочки, и вторую часть бочки, которая не продана, они заливали молодым урожаем. И то есть постоянно в этой бочке смешивались урожаи. И в этой бочке могло быть много урожаев, и из этих бочек виски очень славятся своими вкусами. И я действительно подготовил для вас видео о бочках и рассказывал, что я хочу попробовать бочку Марсала. И вот она у меня появилась, эта бочка Марсала, я от нее жду чего-то нереального. Что еще забыл сказать вам, это про рейтинг. Значит, I Love You имеет рейтинг на виски Base 84 балла, что довольно-таки высокий рейтинг. Виски The Good, The Bad, The Smoky имеет 86 рейтинг. Это вообще какой-то нереальный рейтинг. Виски Stout Finish, вот он имеет как раз плохой рейтинг. Он имеет всего лишь 76 баллов рейтинга. Но мы узнаем, я вам расскажу свое личное мнение. И Марсала, извините, Mosaic, Марсала это бочка. Mosaic имеет рейтинг 80, практически 87 баллов. То есть рейтинги у виски очень такие серьезные, и винокурня очень интересная, и я уверен, что нам все понравится. Друзья, вопросы на ответы. Вопросы, которые я отослал по e-mail и получил ответы по e-mail от винокурни. Первое, что я спросил, это используются ли спирта, вот эти нанотехнологии в бочках были эти спирты. Нет, я получил ответ, что сейчас спирт используется от 6 винокурен с острова Ирландия. И эти все спирты специально выдерживают, дорабатывают, смешивают, разливают по бутылках на собственных складах и стараются создать самого высокого качества виски в Ирландии. Что довольно-таки приятно. Следующий виски, про который я вам хочу рассказать вопрос, это The Good, The Bad, The Smoky. Я задал вопрос про
Возраст, я задал вопрос про бочки, потому что было написано, что просто четвертные бочонки. Я спросил, какие четвертные бочонки, и мне подтвердили, что это островные с Айлы, с острова Айлы бочонки. Сказали, что бурбон это First Fill Grade B, бурбон Cask from Kentucky. Вот что такое Grade B, друзья, кто знает, мне было бы интересно, потому что я не нашел этого в ответе, что такое экс-бурбон Grade B. Вот, мне интересно. Значит, и возраст. Здесь используются спирта от 4 до 6 лет возраста. Следующий виски, про который очень много в интернете каких-то таких описаний, в каких он бочках выдерживался, что мне очень было интересно получить действительный ответ от винокурни. И я получил ответ. Значит, что получается? Что сначала этот виски выдерживается в бочке из-под хереса. После этого опорожняется бочка, она отдается на пивоварню, заливается на год имперским, как он называется, имперским стаутом. Да, и после 12 месяцев на 6 месяцев заливается бочка, после 6 месяцев бочка опорожняется и на 12 месяцев еще раз заливается виски в эту бочку. Вот так вот получается. Я спросил, сколько лет возрасту этому виски. Этому виски 4 года. Он выдерживается в бочках из-под экс-бурбона и еще 1 год он выдерживается в бочках из-под стаута. То есть получается 5 лет. Что еще интересно, что в этом виске собраны 3 вида спиртов. Это ячменный, это пшеничный и это single grain, зерновой спирт. Он в соотношениях получается, что ячменный 35%, 50% пшеничный и 15% single grain. Будет интересно, что из этого получилось, друзья. Следующий мозаик. Виски. Какие я вопросы задал? Значит, я спросил про бочки. First fill или refill. Используются first fill бочки обе. Первой заливки бочки. Возраст, получается, выдерживались 5 лет в бочке из-под бурбона и 15 месяцев в бочке из-под марсала. Должен получиться, как вы помните из видео, от 6 до 12 месяцев бочки первой заливки отдают самую интенсивную отдачу. Поэтому, по идее, этот виски будет каким-то нереально интересным. Ну и возвращаемся к нашему I Love You. По I Love You я вам рассказал, что используется Solera Pedro Ximénez. Бочки Hogshead используются. Первые заливки, что экс-бурбон, что Solera, выдерживался от 6 до 8 лет. Вот это все, что я вам, друзья, хотел рассказать. Вот так вот мы продегустируем. Я думаю, что будет очень интересно. Мне описание и виски, и то, что винокурня ответила, мне все нравится. И с завтрашнего дня, друзья, мы начинаем виски-марафон, в котором будут участвовать 4 вида виски. I Love You, Marsala Cask, The Good, The Bad and The Smoky и Stout. Какой из виски я назову самым лучшим, я еще не знаю, я вам действительно скажу потом. Но я уверен, что это будет очень интересный марафон. Лично мне он понравится, надеюсь, вам тоже. До новых встреч!